Так, на чем? Мы тут, да? Все, мы прям в эфире. Тут еще не началось. Так, что делать надо здесь? Так, Алматы, Москва, Кострома. Девочки, мальчики, всем привет. Давайте говорите, слышно меня, видно, все ли? Что-то я вот смотрю. Все ли хорошо? Всем привет. Ой, я где-то себя слышу. Я там себя слышу? Нет? Все ли хорошо? Всем привет. На планшете что, звук надо выключить? Нет, у меня на телефоне не включено. Что-то я не знаю, что делать. Так, а куда у меня делся... Блин. А, вот, привет, я с Казахстана, с Кыргызстана. Казахстан, Алматы, Кыргызстан. А сообщения пропадают, да? Ребята, у меня первый здесь эфир на Ютубе. Вообще, как здесь все заведено, расскажите, если кто-то знает, как это работает. Кривой Рог, Украина, привет. Бишкек. Слушайте, а у меня интересно, фонит или нет? Мне кажется, это у меня на планшете здесь так. Дайте-ка я убавлю. Вот так, наверное, лучше будет. Да? А то странно как-то. Россия. Не слышно все эхом. Вот я сейчас убавил звук. Скажите, есть эхо или нет? Фонит, фонит. Вот. Так, Пенза. Привет. Кувандык. Так, Казань, Саратов, Кострома. Ну все, сейчас не фонит, я думаю, да? Нормально же. Так, ну что, классно. У нас уже целых 65-6 человек. Так. Все, эхо пропало. Все Эхо хорошо. пропало, да? Да, все хорошо, все, Алена. Передай привет Адина. Привет, Адина. Так, у нас есть тема эфира. Тема эфира заключается в том, что я должна вам, обещала рассказать, как же так я напилила на салон. И я так понимаю, что это типа такая история успеха, да, если можно так выразиться. Но я буду банально рассказывать, как же, с чего же все начиналось, как вообще было дело. Вроде правильно, да, все? Вы меня, если что, поправляйте в процессе, задавайте вопросы. Привет, Рязань. Ну, наверное, мы начинаем, да? Короче, все началось с чего? Что сижу я такая 7 лет назад, по-моему, и где-то я то ли по телевизору, то ли в каком-то объявлении я увидела, что есть некий такой шилак, тогда еще, да, неправильно себя произносили, на самом деле шеллак. В общем, есть какой-то такой лак, который аж 2 недели держится. Я думаю, ну нифига себе, и начинаю искать, где же мне такое сделать. То есть я до этого ни разу не бывала в салоне, то есть не знаю вообще как это. Короче, узнала я, что бывает какое-то такое покрытие, которое держится целых 2 недели, и для меня это было вообще каким-то открытием просто года. Я стала звонить, короче, по близлежащим салонам возле дома, и я помню этот ценник, это стоило 700 рублей. Причем не в самом вау-салоне, а в таком среднем. Понимаете, что 7 лет назад, как бы, во-первых, цифра 700 рублей такая, ну, достаточно приличная, и также у меня не было просто, ну, финансовой возможности прям так вот пойти и сделать маникюр себе за 700 рублей, учитывая, что я, в принципе, не была никогда в салоне. Один раз я только там была, там красила корни перед свадьбой, когда там они у меня там не того цвета получились, но это ладно. Вот, короче, я такая обзвонила и думаю, ну дорого, думаю, что же такое делать? Звоню, короче, своей подруге, говорю, Лена, ты не поверишь, тут вообще тут что такое произошло, бывает какой-то шелак, он держится 2 недели, он не скалывается, не стирается, вообще вау-вау-вау. Она такая, да, ну вот, ну классно, да. Я говорю, слушай, а я же как раз работаю в фирме, которая вот такие вот лаки и разливает. Это наша местная фирма в Казани, до сих пор она существует, но я думаю, что не стоит ее произносить, но те, кто знает, они знают. Короче, так получилось, что Лена работала там менеджером по продажам, и она говорит, я тебе все достану. Я помню, что первая моя закупка, это была 1000 рублей. В эту 1000 рублей 450 стоила лампа УФ-ка 9-ваттная. Вот я не знаю, может быть, кто-то знает, такие длинненькие они были на одну лампочку. То есть это даже лет еще рядом не было. Вот, это было 3 гель-лака и база и топ. То есть Елена такая пришла, говорит, вот, на твою 1000 получилось вот это можно сейчас, говорит, делать. Она мне объяснила, что сначала наносится база, потом цвет, и потом наносится топ. И, естественно, первый, кого я взяла попробовать, я взяла эту самую Лену. Я не просто так говорю Лена, потому что Лена имеет очень такое важное отношение ко всему, что со мной происходит. И я тогда говорю, Лен, давайте накрашу ногти. То есть, ну, чтобы вы понимали, на тот момент я красила ногти там себе лаком и иголочкой, там эти вот рисунки, да, делала, как все. Я покрасила ей несколько ногтей, и этот шелак долбанный растекался во все стороны. Это было очень тяжело. Я тогда чуть ли не выкинула эту стену, сказала, что вообще больше никогда этим пользоваться не буду. Что за говно ты мне принесла? Это вообще невозможно. Лучше обычного лака ничего нет. Ну, прошло какое-то время, я продолжала пользоваться этим дурацким лаком, но мне, естественно, уже понравилось, я стала красить себе там
стала красить маме, там, кому-то, девочкам знакомым. И после чего муж говорит: а что ты, ну, бесплатно ты красишь? Давай я тебе объявление сделаю, там, 350 рублей, поставим цену. И люди будут к тебе ходить. Я говорю: в смысле 350 рублей? Я говорю: в смысле за деньги? Я говорю: никто не пойдет ко мне за деньги, кому это надо? Но он, короче, распечатал объявление, мы нарезали лапшичку вот эту, ну, кто там еще древний, как я, они знают, что раньше клеили объявление. Можно не ржать? Тут просто... Извините. Это классно. Короче, мы нарезали вот эту самую лапшу и ходили, клеили по подъездам объявления. Тогда такая реклама работала. Сейчас, конечно, нет, сейчас вообще все отдирают и как бы ничего не расклеишь. А тогда это прям был путь к успеху. И расклеили, короче, прям самые близлежащие дома. То есть цель была охватить тех, кто может прийти к тебе пешком. Вот, и тут, к моему вообще удивлению, люди стали ко мне приходить. Ну, пешком, естественно, как я и планировала. И у меня была коробка из-под обуви, в которую я там сложила эту лампу, там, у меня были там ваточки, салфеточки, короче, ну, чтобы вы понимали, там, что срезать кутикулу надо, даже вообще в моей голове не было такой мысли. И пилка была, прости господи, одна, может, и две. Ну, то есть уровень такой вообще был ужасный. Шикарная тема для прямого эфира, пишет Екатерина. Спасибо большое. Вот. Ну и, короче, таким образом я стала принимать людей за 350 рублей. И их прям становилось все... А вон пишет Антон: лично я ходил с коляской клеить. Вот это вот здоровье, долголетие, это мой муж, если что, подписывайтесь. Вот, и, короче, люди стали ходить, их стало много, и я поняла, что я хочу какие-то другие лаки, а вот не те, которые были китайские на разлив, вот здесь нашего казанского вот этого помола. И eBay пришел ко мне, то есть тогда еще не было вот этого вот момента, когда все AliExpress, был eBay, ну, он и сейчас существует. И я там стала искать, думаю, эти там шлаки, и тут я для себя открыла OPI, да, ну, все, наверное, знают, да, что это за марка такая, OPI, 3 буковки. И там продавалась какая-то супер лампа, значит, у них такая черная была, чугунная, очень тяжелая. И в комплекте шло там к ней 10 лаков, базы и топы. Я думала, ну, это вообще, это космос. И тогда это стоило целых 15 тысяч рублей. И для меня это были вообще там супер космические деньги, но у меня там подходил день рождения, и мама мне сказала то, что давай я тебе куплю, там я тебе подарю, и будет у тебя круто. Я вообще ходила счастливая, как не знаю кто. Думаю, ну нифига, у меня будет лампа от OPI, лаки будут от OPI, да я вообще просто горы сверну. И как бы это все приехало, и тут мне такая мама говорит: ну что, говорит, цену-то поднимай. Я говорю: в смысле поднимай? Я говорю: ты так 350 рублей, там, это вообще, то есть у меня там 3 клиента в день, это я за день могла вообще сумасшедшие деньги заработать по тем меркам, то есть мне казалось, что это вообще предел моих мечтаний. А спроса было как бы очень много, при том, что я еще раз говорю, я не обрабатывала кутикулу, у меня не было там никакого аппарата, там, кусачек и так далее. Ну, короче, в итоге она меня склонила, заставила и объяснила, почему я должна поднять цену, ну, потому что уже другие материалы. А я тогда была в самом начале пути, и это не делали там вот все подряд, этого ни у кого не было, и лаки было просто не купить, то есть это было вообще что-то такое недосягаемое, то есть я была такая чуть ли не уникальное предложение. И я подняла цену до 500 рублей. Вы знаете что? Лак стал держаться лучше. Прям вот сразу мгновенно, как выяснилось, что, ну, как бы, премиум-сегмент, более дорогая продукция, она действительно лучше работает. И я думала, что сейчас клиенты разбегутся, но их стало еще больше. А чтобы вы понимали, начинала работать я на кухне у мамы, у моей же. То есть мы тогда жили у мамы с мужем, потому что наша квартира, она была в ипотеке, мы там ее сдавали, и мы приехали к родителям, чтобы деньги сэкономить и закрыть ипотеку. Вот, и как бы... А мама у меня тоже дома работает, она психолог, то есть она там в одной комнате у себя работает, я сижу, кухню оккупировала, то есть никому нельзя поесть, никому нельзя ходить, то есть там мы как бы всех террорим, получается, домочадцев, потому что у меня была вечная идея фикс создать какое-то вот там подобие сервиса. Вот, и... Значит, я понимаю, что я не могу больше работать у мамы на кухне, это уже все переходит все границы, ну, вы понимаете, да, то, что как бы там все в стрессе, мы всем мешаем, мне все, главное, мешают, вообще жуть. Мой ценник все еще 500 рублей, и мы принимаем решение вернуться уже в свою квартиру, и чтобы я там начала этим заниматься на балконе. Я там себе оккупировала балкон, там поставила себе стол, там свет сделала, полочки. И знаете, что происходит на балконе? Там полимеризуются лаки, потому что есть ультрафиолет, который нам светит солнышко, да, с улицы, и лаки просто начинают твердеть. После чего еще расширил зону оклейки уже район А. Ну, это Антон уже рассказывал, что он там зону оклейки, да, расширил, что мы нарабатывали клиентскую базу. Вот, и когда я поняла, что на моем балконе заполимеризовалась половина моих лаков, я решила поменять там стеклопакет. Легких путей не ищем. Я поставила там какие-то окна там супер УФ-фильтром, стало получше, но потом, вы не поверите, наступила зима. Этого я вообще никак не ожидала, потому что стало холодно, и работать было невозможно. Я думаю, ну что делать, надо переползать домой. И тогда я себе... Мама рулит, моя тоже мне купила стартовый набор. Да, вот мамы вообще молодцы. Мам, спасибо большое, я знаю, что ты посмотришь.
Вот, и значит, после этого мы переехали, точнее, я переезжаю в зал. У нас была трехкомнатная квартира, то есть у меня уже двое детей. Одна дочка маленькая, сын постарше, и муж, который тоже работает. Я переезжаю, купирую себе зал, и все вроде как нормально, то есть большая хорошая комната, у меня там тебе и телек, и там и чай, кофе, и все дела. Но людей становится все больше и больше. И самое такое неприятное, наверное, для меня было, что, ну, как бы я понимала, что я вообще незнакомых людей постоянно приглашаю себе домой, таскаю через свой туалет там, через свою кухню, не даю спокойно там мужу с детьми дома находиться, потому что я говорю, чтобы ни звука не было, чтобы никто не пикнул, не пукнул, вообще там никто не дышит. То есть я старалась сделать так, чтобы это было максимально комфортно, а не вот этот муж в трусах, который там ходит, чешет одно место по квартире. Вот, то есть я их тоже всех терроризировала. Ну и плюс я могла работать только тогда, когда не работал муж, а это значит вечернее время, выходные дни. Либо мне постоянно приходилось просить, опять-таки, ту же самую маму, мою подругу Зарину, я знаю, что она тоже посмотрит. Зарина, тебе тоже большое спасибо за этот вклад в мое развитие. То есть мне постоянно кто-то помогал, сидел с детьми, чтобы я вообще как-то могла принимать клиентов. Вот, и в какой-то момент это стало вообще, ну, достаточно тяжело. Так, сейчас что-то пишут. Доброе время суток, Пламенно, привет. Да, всем привет. Нет, ну мне ничего не чешет, нормально всё. С какого года начали? С какого года? 2000, так, если Мася 14, я с 13-го года начала. Вот, в общем, в итоге, когда я поняла, что я не могу находиться дома, ну просто вообще уже все, я подумала, что мне нужно что-то арендовать, но у меня не хватало все равно денег, потому что ценник был небольшой. Ну, кстати, дома я уже поставила 1000 рублей, и у меня была такая система, все включено, и было то самое всем сейчас известное знакомство с мастером. Я просто на первое посещение делала 700 рублей, а дальше там, ну, допустим, 1000, и дизайн любой вообще, какой хочешь, можно было делать. То есть там я и стразы клеила, там, я почесала нос в прямом эфире, извините, пожалуйста. Я и стразы клеила, там, и рисовала что-то. То есть там с 10 пальцами от меня уходили девочки в дизайне, и это было очень-очень классно. Вот, и в итоге, в общем, я понимаю, что это больше не может продолжаться, и думаю, ну, надо что-то искать. Офис я не тяну, но у меня была подружка Наташа, с которой мы скооперировались, и она занималась волосами. То есть мы нашли в соседнем доме квартиру, сняли ее в складчину, это стоило тогда 22 тысячи рублей, то есть по 11 тысяч мы должны были заплатить каждый, чтобы отбить вот эту самую аренду, но еще нужно было что-то заработать, правильно? И тогда мне казалось, что это капец как страшно платить деньги за аренду, а вдруг не получится, а вдруг не хватит и так далее. Привет, Тула. Но в итоге мы это сделали, мы сняли капец какую убитую квартиру за такие бешеные деньги по тем временам, даже сейчас это, ну, дороговато для той квартиры, которая была. Пришлось нам... Алена, ты супер. Спасибо. Вот, пришлось нам там делать ремонт своими руками. Я помню, как мы брали краскопульт в аренду, у нас там были стены амбре, и вообще там не знаю, что происходило в этой квартире. И, кстати говоря, на тот момент уже получилось так, что Лена, моя подруга, ее, короче, взяли и уволили с той конторы, с которой она мне принесла вот эти первые мои лайки, потому что она продолжала это делать какое-то время, но я бы не сказала, что в каких-то космических объемах, но сколько-то раз она еще это сделала по себестоимости именно со склада, мне достала продукцию, ее пальнули и сказали, пошла вон. И она такая, ну вот все, блин, у меня нет работы. Я такая, да ладно, ты не парься, я тебя научу ногти красить. А Лена, чтобы вы понимали, это человек, у которого ну, не совсем оттуда руки растут, ну, вот так уж получилось с ней. Я говорю, я тебя научу, я не знала, во что я ввязываюсь. Короче, Лену я учила дольше всех, но я не жалею сил потратить на нее, потому что сейчас она самый крутой, самый лучший, самый востребованный мастер моей студии. До сих пор мы с ней вместе. Вот, и Лене я тоже благодарна. У меня такой эфир благодарности. Надо всем дать посмотреть. Вот. И, короче, вот в этой квартире, которую мы сняли с моей подругой, туда в какой-то момент пришла еще к нам работать Лена. То есть был такой период. Но тогда она работала еще на другую марку. Она там продавала эти лаки. Она запускала другую. После уже тех ребят, которые в Казани разливают, она уже запускала ростовскую марку, которую я тоже не буду называть, с целью ее ни в коем случае не прорекламировать, потому что это две конторы, с которыми я не сотрудничаю. Даже если все лаки мира закончатся, я с ними работать не буду, потому что Лену мою они обидели, а я такого не прощаю. Я так что не очень даже хорошая, поэтому я злопамятная в этом плане. Хотя они до сих пор ко мне приходят и не понимают, почему я не покупаю у них продукты. Ну ладно, короче, Лена к нам пришла, какое-то время мы так поработали, и тут наступил такой этап, когда у меня стали резко какой-то вот там чуть ли не 10 сообщений подряд ВКонтакте, еще тогда еще контакт был. Мне пишут типа, а ты можешь меня научить, а ты можешь меня научить, а давай курсы. А тогда и курсов-то ну, не было как таковых, то есть вообще не было вот этого вот всего, как сейчас, да, куда ни плюнь, там каждый обучает, и вообще никаких проблем научиться сейчас вообще несложно. И я такая думаю, блин, ну научить-то я в принципе, наверное, смогу, думаю, я же могу объяснить, что я делаю. Ну, хотя я тогда не совсем осознавала там масштаб бедствия. И думаю, ну хорошо, я наберу группу, думаю, а куда же я их всех
позову. Я думаю, я же не могу их позвать на съемную квартиру, в которой обои краскопультом покрашены. И еще по забавному, ну или не очень забавному стечению обстоятельств получается так, что хозяин квартиры, он видел, что у нас дела идут хорошо, и он каждый месяц так брал и прибавлял нам подтыщенки на аренду. Где-то сначала по 500, потом по 1000, то есть ценник становился все больше. И в итоге мы с ним очень жестко разругались, прям вот так вот это было по щелчку, и буквально через несколько секунд после того, как я ему сказала, куда надо идти, я думаю, блин, а что я делать-то буду? У меня курсы на носу, у меня клиенты, там запись, там это зима, там это, ну прям после Нового года это где-то было, по-моему, если я не ошибаюсь. Я думаю, ну капец, я делов натворила, но зато меня прям сразу отпустил, потому что меня жутко раздражал, он был неприятный мужчина. И потом так получилось, что у меня муж прогуливался по улице, и с дочкой как раз он гулял, и он говорит, типа, все круто, я нашел помещение. Это прям вот все одним днем происходило, я сижу, пилю, самой руки трясутся, думаю, что же делать-то, куда мне вообще податься, думаю, где помещение искать, а надо, чтобы дойти было можно пешком из дома обязательно, потому что у меня же дети, я же не могу, а я еще там, это, кормящая, ну, короче, там полный набор. Вот, и муж у меня нашел, значит, это помещение, которое находилось прямо в соседнем доме от моего дома. Оно было уже нежилое, там как раз давался кабинет, там, по-моему, 35 квадратов. Ну, и тогда это уже были совсем другие деньги. Это был февраль, вот Антон пишет. Это были другие деньги, но тоже а-ля там 35-37 тысяч, по-моему. Вот, и я арендовала один кабинет и арендовала еще там отдельно санузел, чтобы у меня была возможность мыть инструменты. То есть мне нужно было место, где я буду вот эту обработку осуществлять. Вот, ну, короче, все это более-менее срослось. Я провела свои первые курсы, там мои первые группы были там 3-4 человека, и я просто офигевала с этих курсов. Это было очень сложно. Я была ни живая, ни мертвая, но я тогда заработала там свои какие-то первые там... О, господи, там, по-моему, что-то у меня было такое, что я 11 тысяч за день заработала, и я думала, ну, это вообще просто, это все, это предел моих мечтаний. Но хотя я чуть не сдохла за эти 11 тысяч, потому что это было тяжело. Когда ты сама организовываешь эти курсы, то есть там нужно что-то к чаю купить, там всем это объяснить, всем показать. То есть ты бегаешь между этими учениками, там у кого-то получается, у кого-то не получается, где-то сама доделаешь. То есть я тогда еще даже не имела представления о том, как же надо преподавать в итоге. Ну, в общем, еле как я с этим справилась, там одна группа, другая группа. Вот 37 тысяч кабинет и бытовка, да. Правильно пишет Антон. Вот, и, значит, я понимаю, что у меня теперь есть спрос на курсы, а я еще должна как-то с клиентами работать. Думаю, что же мне делать? Тут я вспоминаю свою Лену. Я говорю, Лена, да, пошли ко мне, ну, говорю, будешь делать там педикюр давай. Ей прям всегда педикюр действительно нравился очень сильно. И потом я столкнулась с такой ужасной штукой, я поняла, что мои клиенты не хотят идти к Лене, я даже об этом не подумала. Они хотят же ко мне ходить, а не к Лене. Говорят, а с чего это мы должны пойти к Лене? Я не пойду, кроме тебя ногти вообще никто не может делать, как так? И мы стали думать, а как же нам подтвердить эту Ленину экспертность? Ой, ну это вообще эта тема просто отдельного эфира, как перекидывать клиентов с себя на своих сотрудников. Я сейчас это рассказывать не буду, это реально будет часа на 2. Ну, короче, мы провернули кое-какую схему, и все это заработало, и дальше я взяла уже массажиста, мы взяли отдельную комнату для педикюра. Мы тогда впервые стали вводить это понятие, когда в 4 руки, то есть там у нас стояло педикюрное кресло, внизу сидела Лена, справа и слева стояла по столу, и, значит, я сначала на одну руку делала маникюр, потом на другую. Это сейчас такие раз перевернули в одну сторону и все делают. А раньше я делала, я прям бегала с одной стороны поработать, с другой стороны. Это, конечно, было намного дольше, но все равно быстрее, чем по отдельности делать и то, и то. Вот, и, значит, у нас появляется там массажист, там еще что-то, то есть мы потихоньку разрастаемся, нас становится больше, и мы понимаем, что мы уже не можем бегать между кабинетами, то есть от каждого кабинета был ключ, и нужно было постоянно передвигаться, потому что эти офисы, там были соседние помещения, которые арендовывали тоже другие люди, и мы же не можем это все оставить открытым. Вот, и в какой-то момент это тоже стало невозможным, и тут мы узнаем, что другое крыло этого помещение, оно сдается сейчас, а там крыло 250 квадратов, и оно могло бы стать полностью нашим. И тогда это тоже были какие-то вообще космос деньги. Антон сейчас нам напишет, сколько стоило то самое крыло, потому что я нифига не помню. Вот, но мы его в итоге взяли в аренду, сделали там, ну, естественно, ремонт, не без этого, то есть это вообще странное у меня хобби, постоянно везде ремонты делать. Но там уже, слава богу, мы наняли людей, которые покрасили эти стены, потому что до этого я все делала сама, там отмывала, там красила, я даже кафель класть умею, если надо, обращайтесь, недорого. Вот. И, значит, мы сделали там ремонт, у нас появилась там ресничная, там комната для депиляции, отдельная комната для педикюра, там же появилось место для маминого кабинета, как выше я говорила, она у меня психолог, она работала дома, и я поняла, как ей, ну, не очень работать дома, потому что реально там домашние напрягаются, и вообще ходить на работу это прикольнее, потому что ты можешь накраситься,
там одеться и так далее. И поэтому, короче, маме мы тоже там сделали кабинет, у нее был прям свой такой там с приемной, со всеми делами, было очень прикольно. Антон, да, начал вести бухгалтерию, у нас появился первый наш администратор, мастеров становилось все больше и больше. Но был такой момент, у нас не было вывески, мы не имели технической возможности ее повесить. Потом нам поставили шлагбаум, и люди и так не могли приехать, а там еще вообще там просто наворотили бог знает чего на этой Второй Азинской. Поставили, значит, шлагбаум, и мы бегали, у нас администратор выбегала с пультиком, чтобы, значит, открыть там эти самые, ну, вот этот шлагбаум, чтобы его поднять, чтобы заехать. Ну, короче, это был тоже ад кромешный, и мы, значит, продолжали платить, и в какой-то момент мы узнаем, что собственники помещения больше не собственники. Да, 80 тысяч Антон пишет, я говорю, чуть в обморок не упал, когда они мне сказали, что это будет 80 косарей, да, ну 250 квадратов, надо же как-то это оплачивать. Самое странное, что у нас это окупалось. Вот, ну нет, не странно, это же так должно быть, конечно, я же не знала об этом только. Вот, но в итоге, короче, мы в какой-то момент узнаем, что наши собственники нифига не собственники, и помещение у них давно уже отобрали судебные приставы, и мы там месяц или 2 или 3, ну сколько-то, я не помню сколько, мы платили, ну, короче, мы не должны были им платить, а просто один раз пришли какие-то люди, сказали, ребят, мы тут судебные, и вообще помещение теперь не в собственности, не у них, и сейчас то ли они его продавать собрались, то ли что, короче, нас взяли за жопу, и мы не знали, что делать. И потом дальше все как в тумане, потому что в какой-то момент, я не помню, при каких обстоятельствах и кто конкретно из нас, когда я говорю мы, это вот я, мой муж и моя мама, мы как бы втроем все это делаем сообща. То есть я не помню, в какой момент и кто из нас принял решение, что мы продаем наши 2 квартиры на Второй Азинской и переезжаем в другой, ну как бы вот прям через несколько остановок немножко в другой район, покупаем там квартиры и берем помещение такое большое, уже нежилое помещение, в черновом варианте еще додумались его главное взять. И, значит, переезжаем туда, ну, это вообще, что мы там устроили, я не знаю, как это получилось, у меня такое ощущение, что я как будто закрытыми глазами это все делала, как будто меня просто за ручку вели. Ну, если честно, я думаю, что меня водят постоянно, потому что без Божьей помощи здесь явно не обошлось. Ну, короче, у нас было 2 трехкомнатные квартиры, одну из них мы брали в ипотеку, мы ее выплатили. И нам пришлось продать эти 2 квартиры, купить в другом доме другие 2 квартиры, но уже в ипотеку. То есть плюс 2 ипотеки в черновом варианте и плюс черновое нежилое помещение для салона. Эфир обязательно сохраним. О боже, это был постоянный стресс у меня, потому что я работала днем, вечером, ночью я приезжала, проверяла, как у меня здесь происходит ремонт. То есть ремонт шел в салоне и в 2 квартирах параллельно. Это вообще было что-то с чем-то, это, я даже не знаю, как это передать словами, я не знаю, как мы все это выдержали, потому что в 1, в 2 ночи мы приезжали и проверяли, что тут у нас натворили. И был один такой момент, который, я, по-моему, снесла мозг всем, я приезжаю в этот новый салон, где должны были класть кафель на пол, и у меня была договоренность с собственником вот этого помещения, то есть помещение не мое, но тоже в аренде, договоренность с этим собственником на тему того, что обязательно пол должен быть светлый. Обязательно. То есть никаких вот есть цвет, который я не выношу, это коричневый цвет. Цвет какашки это не ко мне. И пол ни в коем случае не мог быть темно-коричневым, как в библиотеке про Гарри Поттера. Ну, вот у меня какие-то такие ассоциации, наверное. Ну, в общем, я такая захожу, и там 30 квадратов этого кафеля, они уложены, понимаете? Они уже лежат на полу. 1 ночи, у меня истерика. Я позвонила этому собственнику в Москву, я его там разбудила в 1 ночи. Я позвонила нашему риэлтору, да, с которым мы заключали этот договор, который нам подогнала все это помещение. Я вынесла мозг всем, я там ревела, я там орала, я ругалась, я вообще делала все. Я ему все мозги просто высушила, как только было можно. Это, кстати, хороший прием, я это делала абсолютно осознанно, ну, потому что я понимала, что или я сейчас его доведу, или я останусь с этим коричневым полом. Ну, короче, этот коричневый пол мы сняли. Но мне пришлось купить взамен другой кафель и вот этот выкупить, потому что его уже нельзя было вернуть. 20 минут осталось, да, у нас? Да, нам просто говорят, что сейчас я тут буду рассказывать. Вот, короче, этот коричневый пол, его снимают, я покупаю другую плитку, мы ее там тогда привозили на себе, потому что даже, ну, как бы доставка, это было уже так, ну, финансово затратно. Я напоминаю, что у меня на тот момент уже 2 ипотеки, веселый такой расклад. Плитка тоже, кстати, пригодилась. Плитка какое-то время пролежала, а потом моя подруга Зарина, про которую я говорила, короче, сейчас плитка нормально лежит, там все хорошо. Ничего не пропало. Просто я не знала, что ей плитка понадобится. Видите, какая я дальновидная была на тот момент. Короче, мы все это сняли, постелили новую
плитку, потом дальше уже там, это, знаете, были там двери, плинтуса, и с дверьми было то же самое, что он не хотел ничего выбирать, психанул, купил какие-то там двери, которые на полтона не подходили, и я тоже там бил с головой в стену, ревела, я утащила его в магазин, у нас даже не было чеков, я не знаю, как там мы договорились, я как-то договорилась там, чтобы нам это все обменяли, нам поменяли двери там, я потом подбирала плинтуса, меня вообще узнавали в магазинах типа Мегастрой или Руа Мерлен, когда я там бегала с кусочками там, кусочек плинтуса, кусочек двери, вот этого всего, чтобы все подходило. Но зато сейчас все круто, у меня сейчас салон. А сколько у меня квадратов салон? Сначала было 127, а потом... Сейчас напишет Антон, сколько у нас квадратов салон. Так что я тоже не понимаю, что-то в районе 200 квадратов. Расскажи примерно, сколько ушло денег, сколько ушло нервов. О, Господи. Жалеешь ли ты об этом? Я ни о чем вообще не жалею. Ну, короче, мы открыли салон, все было классно, я ни о чем не жалею. Ну, так это очень короче. Мы сначала взяли 127 квадратов, но потом нам стало мало. Вот, и мы так посмотрели на соседнее помещение, решили оттуда немножко оттяпать, где-то квадратов так 70, наверное, мы оттуда взяли. Мы просто стену сломали и нарастили еще пару помещений. Кто-то говорил, что так делать нельзя, но вроде мы договорились, там стена-то была всего 91 сантиметр толщиной. Кстати говоря, мы, когда переезжали из одного салона в другой, мы не закрывались. Я не закрылась ни на день, вообще, в принципе, ни разу в жизни. Мы работали всегда, в любые праздники, в любые дни. Мы, когда переезжали с одного салона в другой, мы первую партию клиентов приняли в том салоне, то есть это было 9 и 12 часов дня записи, а остальных клиентов мы уже принимали в новом помещении. То есть пока девчонки дорабатывали старым, я быстро расставляла столы, расставляла лаки, я примерно знала, что они будут делать, и готовилась к приему уже новых клиентов. То есть вот так это происходило. И когда мы стены ломали, и когда мы делали ремонты, то есть мы это просто зонируем, делим и никогда не закрываемся. И ну, вроде как бы нас все понимают. Антон пишет, сейчас 127 и 64, и подсобка. Сейчас, В мне вопрос. нынешнее время не стыдно начинать пилить дома? Да нет, а что стыдно, мы же работаем. А, Я считаю, что нет, начинать пилить дома не стыдно, потому что с чего-то надо начинать. То есть я такая не проснулся и не открыла салон так с нифига. Это все происходило постепенно, как снежный ком, то есть там, и то это каждый раз было из-за необходимости. То есть когда я понимала, что я больше не могу в этих условиях работать, что мне нужно еще, и я могу себе это позволить, то тогда да, понимаете? А не так, что такая, а пойду-ка я 50 миллионов в кредит возьму, как отдавать не буду, не знаю. То есть нет, конечно, такого не было. ну, через какое время ты почувствовала, что все окупилось, что вот все ты уже в плюсе и все хорошо? Антон? Я не знаю. Нет, ну окупилась, конечно же, окупилась. Мы же как-то уже ипотеки закрыли, живем, все нормально. Спасибо за понимание к начинающим мастерам. Это вам спасибо, что вы меня понимаете. Салон называется «Красота». Просят его показать. Очень много комментариев. Я думаю, что мы обязательно должны снять какой-то обзор, наверное, да, на салон. Просто так, говорят, что состав руководителя надо прекратить работать с мастером. Я относительно перестала работать мастером, когда стала руководителем. Ну, это было где-то, наверное, год назад, когда я прям вот, ну, стала отказываться уже от клиентов, и то я все равно продолжаю их брать, просто они теперь знают, что, ну, мы будем делать не совсем то, что они хотят, мы будем делать то, что хочу я, и они все равно согласны на это, потому что, ну, у меня там есть там желание там сделать какие-то ногти, да, там вам что-то показать и так далее. Но, тем не менее, все равно я принимаю, знаете, каких клиентов, всех вот этих вот травмированных, да, вот весь этот трешак, который я показываю, то есть как только я вижу, что к нам в салон там написал кто-то с просьбой там что-то зачистить, там что-то там какую-то трещину страшную или там какую-то проблему решить, я обязательно их беру сама по возможности, стараюсь, я даже могу просто ходить в салон и увидеть, что у кого там какая-то травма, пересадить к себе, поставить штатив, отснять, вам что-то показать, и как бы получается мне контент, да, с полезной информацией, то есть вы что-то смотрите, вам интересно. То есть я считаю, что все плюсы, ну и клиенты никогда не бывают против. Антон пишет, мы никогда не работали в минус. Да, это чистая правда. В минус мы ни разу не работали, потому что все это происходило постепенно. Рум-тур, да, запрос принят, будет вам рум-тур, ну, точнее, салон, да, тур у нас, наверное, будет, а не рум, потому что там не рум, у нас там целый салон. Обязательно сделаем. Я думаю, что я отсниму. Просто надо понять, в каком формате это делается. Так, вы же говорили, что ответите на все вопросы. Давайте вопросы, девчонки. Сколько у нас осталось минут? Скажите мне. У нас осталось 15 минут. У нас осталось 15 минут, я отвечаю на вопросы. Продукция, с которой вы принципиально отказываетесь работать, из Ростова или Ростова-на-Дону? Ростов-на-Дону, скорее всего, да.
Я не хочу произносить их имя. Эти люди, когда моя Леночка запускала эту марку в нашем городе, в нашем регионе, Лена подняла им продажи до миллиона в месяц. А это вообще, поверьте, это был космос. И она стала лучшим торговым представителем. А что это я не хочу? Хочу. Сейчас, знаете, возьму и скажу. Вот я сейчас принципиально возьму это скажу. И я знаю, что они меня посмотрят. Вот она, моя мстя. Ну или не мстя, не знаю. Короче, Лена в Казани запускала торговую марку Эмми. Наверное, все знают такую марку. Она где? В Ростове или в Ростове? Да, я просто тупая очень, я не помню, где они находятся. Но это не суть. Лена запустила здесь эту Эми вообще вот с такого вот нуля, вот с дырки от бублика. И зафигачила им продажи. Нам сначала там 300 тысяч, ой, а давай, Лена, 400. Она такая, нате вам 400. Так дошло до миллиона. И так вот раз случился миллион, Леночка такая становится лучшим торговым представителем года у Эми. Можете себе представить? По России. Не где-то там в Казани, а по России. И ей должны были подарить iPad, а на то время iPad, боже, это было вообще, это сейчас iPad есть у всех, а тогда это был вообще предел мечтаний. И знаете, что они сделали? Они взяли все ее договора, раскидали по другим торговым и сказали, что ты нифига план не делаешь, и никакой iPad ей не отдали. И она им сказала, как бы, можно так? Нет, нельзя? Мы замажем. Да, мы замажем, да. И, короче, Лена им сказала, да идите вы нахрен, если вы так... Она там впахивала, запускала, она тогда рвалась просто на части, работала со мной, с ними. Вот, и, ну, как бы она добросовестный человек, она очень хороший менеджер по продажам, ну, как бы не захотели, нет. И с тех пор, как бы, когда они мне какие-то предложения делают, я говорю, планшет Лене на стол, я говорю, и поговорим, но пока что-то планшета нет. И говорят, что вы какие злопамятные? И что это мы такие злопамятные? Не знаю, не знаю, чем такие злопамятные. Просто не люблю, когда моих обижают. Сколько лет тебе? Скажи, пожалуйста, там чат взорван. У меня 2 детей, 1 муж. Кот был недавно. Потому что вы не пользуетесь этой продукцией. Я город Казань, мне... Ну скажи. Ну скажи, мне 33 года. Я тихо сказала. Тихо сказала. Кто услышал? Меня зовут Алена, и мне 33 года. Сейчас надо сказать, привет, Алена. Привет, Алена. Алена, а еще спрашивают тоже про курсы. Расскажи, какие у тебя есть курсы и как... В основном сейчас то, что у меня есть, это онлайн-вебинары, которые мы продаем на аккаунте «Красота курс». Живых курсов сейчас практически нет по причине «прикрепите челку». Я не могу ее прикрепить, она, видите, она болтается такая. Ладно, живые курсы я практически не веду, потому что у меня просто нету времени. Спасибо, что я выгляжу на 24. Да, я хочу, чтобы мне было 24. Родите меня, правда. Вот. Замечательный возраст. Чем вы занимались до маникюра? Ну, вообще, я поехала в 17 лет в Москву поступать на журфак. Меня там пару раз исключили. Я так и не доучилась, но я работала на телевидении, я работала по специальности, я работала в таком крутом проекте, как «Народный артист». Я работала на Муз-ТВ, программу «Звезды зажигают». Ой, я там все научилась, и редакторскому делу, и монтажу, я даже макияж делала, я снималась в роликах, там было очень весело, очень круто, я тогда была маленькая, ничего не понимала, любила в обморок перед камерой падать, вообще боязнь была там публичных выступлений, там камер, я там фотографироваться никогда не любила, но у меня полно всяких там этих пунктиков, ну вот сейчас вот видите, вот, ну хоть не 52, вот, как вы устроились на телевидение. Ну, раз мы тут всем говорим большое спасибо, от души хочу поблагодарить... Кого хочу поблагодарить? Как я устроилась на телевидении? Короче, сейчас рассказываю быструю, короткую предысторию. Мне 16. Я тогда работала в Казани, работала я в модельном агентстве вместо пошива, там, ну, типа, была моделью. И тут у нас намечается конкурс, он называется «Мисс Татарстан». Ну, мисс Татарстан, типа, это там самая красивая в Татарстане. Но я такая не очень Татарстан, меня так-то Алена зовут, и нотарку я не канаю. Я говорю, ребят, я не пойду, а у меня контракт, и как бы мне пришлось. Ладно, пофиг, пошла на этот конкурс, и там я познакомилась с одним из членов жюри, его зовут... Это можно говорить, нет? Ну ладно, я хочу сказать большое спасибо Максиму Шурфудинову, потому что там я с ним познакомилась. Тогда он ввел у нас новости на эфире в программе «Город». А сейчас это человек, который вам очень часто утром с Первого канала говорит «Доброе утро» и ведет вот эти самые новостные выпуски. Максим Шурфудинов его зовут. Вот, я там с ним познакомилась, он говорит, ты знаешь, у тебя будет творческий конкурс, там, где надо будет спеть
танцевать. Я говорю, что мне надо сделать? Я говорю, я не пою, не танцую, я говорю, я не умею. Он говорит, ничего, я знаю, куда тебя надо отправить. И, короче, он меня реально просто уволок, он меня там просто силком утащил в одно прекрасное место, которое называется Iron Studio, он до сих пор у нас существует. Это вокально-джазовая студия, где меня заставили петь. Вот, и там я познакомилась с очень большим количеством классных людей, которые мне очень пригодились в жизни, помогли, и я их люблю, ценю, уважаю. И, в общем, там было знакомство с одним из виджеев на местном радио, на БИМ-радио, если не ошибаюсь, тогда Тимур Акулов работал, он же Тимур Кулышев. Тимур, большое спасибо, Максим, большое спасибо. И, короче, Тимур однажды, почему-то в Москве мы решили встретиться с Тимуром, он говорит, надо тебе обязательно сходить с нами там на какую-то тусовку, мы в какое-то кафе поперлись. Он говорит, я тебя познакомлю с Андреем. Я говорю, окей, надо так надо, то есть я даже не задалась вопросом, зачем, какой Андрей и так далее. Меня познакомили с каким-то Андреем, и Андрей так какое-то время так посидел напротив меня, посмотрел, помолчал, он говорит, короче, это 16 января, это ты выходишь на работу. Я на всякий случай ничего не спрашивала, куда я там выхожу, просто паспорт взяла, это была Москва, и я 16 января приехала в Теледом и вышла на работу, и так я стала работать на телевидении вот с подачи того самого Андрея вот таким вот интересным путем. И какое-то время я там проработала, но было тяжело, там просто была жесть, и это тоже нужно отдельно рассказывать. У вас ИП, да. Расскажи, вопрос там был, сколько у тебя сотрудников и как изменилось в период пандемии работа? У нас штат... Антон, сколько у нас штат сотрудников? Рассказывай. Так, большое спасибо за канал. Вам большое спасибо, что вы смотрите. Как пандемия повлияла? Пандемия. Как повлияла пандемия? На самом деле, благодаря пандемии мы, по-моему, в онлайн вышли. Да, по-моему, благодаря пандемии мы решили снять наш первый вот этот онлайн-вебинар. У меня есть помощница, которая тоже нужно сказать спасибо. Она тут сидит, ее зовут Марина. Вот, с ней мы тоже познакомились. Сначала была клиенткой нашего салона, а потом как-то так слово за слово, там один эфир, другой, и как-то у нас не так пошло-поехало. Вот, и так мы с ней вместе и работаем. В общем, так получилось, что мы что-то вдруг так вот решили раз-таки сделать, ну, сначала это было онлайн, а потом оставить это в записи, и тоже все очень-очень круто пошло. А именно в саму пандемию, когда нас прям изолировали, ну, когда нас прям всех закрыли, салоны закрыли, я просто продолжала приходить в салон, снимать мастер-классы. И, кстати говоря, тогда бомбануло очень хорошо. Прям пошли подписки и просмотры. Ну, видимо, было скучно. И так вот получилось. И, значит, прям хорошо это все пошло, вот это онлайн. А потом был еще такой момент, кстати, когда во время пандемии мы резко стали продавать маски и перчатки, потому что у нас были выходы, и мы нашим всем клиентам доставляли, продавали и так далее. То есть был даже такой вид деятельности. Как это называется, когда? Спекуляция. Спекуляция, вот. Ну, как спекуляция. Кстати, у нас была вообще адекватная цена, то есть мы много не прибавляли, то есть прям вообще по минимуму, чтобы у нас просто хоть что-то. Потому что у нас была цель заработать на аренду, нам же все равно надо было ее платить. Какая была первая лампа? Это была лампа ультрафиолетовая, 9-ваттка, такая длинненькая. Антон, на каких условиях работают сотрудники? Короче, все поняли, что ты не разбираешься в салоне просто в своем. У нас в салоне 35 бьюти-услуг. Мы делаем маникюр, педикюр, депиляцию, реснички, брови, окрашивание, стрижки, наращивание, косички, барбер, борды, психолог. Что я там? Я много всего пропустила. Короче, там много всего, макияжи, там... Депиляция, да. Также у нас есть подоуслуги, да, массаж, остеопатия. Все у нас есть. Вообще все. Мы еще заключили договор с Инвирто. Я правильно сказала? Инвитро, извините, пожалуйста. Это лаборатория, с которой мы сотрудничаем, и теперь мы официально с ними как бы сотрудничаем в открытом виде и имеем право забирать на анализ ноготь у клиента и отправлять им в лабораторию. Барбер, это которые мужиков стригут. Не спекуляция, а коммерческая жилка, сказала Анастасия. Психолог – это салон красоты. А вы знаете, если вот вообще вот это все не помогло, то как бы там есть одна дверь. Это работает. Расскажите какую-нибудь комичную историю, связанную с вашей деятельностью. Да, у меня они все вообще веселые. Какую рассказать такую прикольную? Слушайте, надо это вот прям подумать, какую прикольную рассказать историю. Блин. И сейчас вообще ничего в голову. Есть? У нас осталось 5 минут, я сейчас уже не успею. Расскажи про сюрприз, про который тебя сегодня всех ждет. Сюрприз. Что я тут собрались-то вообще? Я забыла, ребят. Короче, сейчас будет... Ой, извините. Сейчас, как только я выйду из прямого эфира, это будет через 4 минуты приблизительно, у нас тут же состоится релиз, можно сказать, да? Ну да. У нас состоится релиз видео. Короче, сейчас выйдет видео про анихогрифоз.
Новое слово. Онихогрифоз, да, можете сразу начинать гуглить. Ну, короче, смысл в том, что ноготь растет такой длинный, желтый, в гармошку и похож на коготь. И вот этот онихогрифоз, мы покажем, как мы его снимали. За работой будет мастер Елена, та самая Елена, с которой все началось. То есть я никогда не скрывала, что в педикюре чаще всего работает она. Где-то бывает, конечно, я, но в основном Лена, то что, ну, это как бы ее основной вид деятельности, она у нас ведущий мастер подолок, все дела. Вот, короче, покажем вот этот вот самый онихогрифоз, пишите. И еще сразу, мне приятно, что вы комментируете. Я люблю, когда вы подписываетесь. Мне очень нравится ваша обратная связь. Большое-большое-большое спасибо. Вот так. Так. У вас были моменты, когда опускались руки, и вы не хотели заниматься дальше своей работой? Ну, это примерно в 7 утра бывает, а потом я посплю и нормально. Я просто в 7 утра встаю, детей собираю в школу, садик, и там все опускается вообще. А потом проспишься и ничего. Так, после эфира сразу будем смотреть новые видео. Да, были ли в начале неудачи? Да вообще миллион было неудач. Знаете, сколько маникюров я бесплатно переделала? Вообще капец просто. Я только и делала, что переделала бесплатно маникюры. Поэтому мне вообще непонятно, когда там кто-нибудь пишет, типа, вот я и сделала, но хочет, чтобы я ей починил. У меня до сих пор гарантия 14 дней. И не каждый раз, когда мы эту гарантию как бы представляем клиенту, клиент прав. Они очень часто там натерли ногти на терке, говорят, что-то у меня плохо держится. Но это совсем другая история, как вы знаете. Ну как мотивировать себя? Расскажи, когда руки опускаются. Как ты себя мотивируешь? Блин, ну не знаю, у меня семья как бы. Как, в смысле мотивируешь? Ну, я не знаю, они не опускаются. Ну, если не получилось, сделай еще раз. Что значит опускаются? А кто вообще вам разрешил опускать руки? Взяли, так подняли и пошли. Я не знаю, что вам сказать насчет мотивации. Я просто считаю, что если ты задумал, давай делай. Без На вариантов. что даете гарантию в маникюре? На покрытие. Ну, то есть там, что типа там без сколов и так далее. Но есть новая этой гарантии. То есть, если это лицо, не достигшее 18 лет, у которой там гипергидрозные руки, когда вот с ногтей просто влага выпирает, конечно, она не будет держаться. Если это беременная или кормящая девушка, женщина, ну, конечно, у нее гормоны, да фиг знает, что там будет с ее ногтями. А если ей говорят, что вам нельзя квадрат сделать, а вам такая, нет, я хочу только квадрат, а у нее ногти, тряпки, ну, конечно, какая там гарантия. То есть, если клиент пренебрегает рекомендациями мастера, то, соответственно, как бы гарантия не распространяется. И мы даже сейчас разработали форму, ну, специальный такой бланк, в котором они будут подписывать, что есть категория клиентов, которые типа, да, я поняла, а потом, сделайте мне гарантию. И вот для этого мы придумали такие специальные формы, потому что это, ну, прям геморрой. Так, за сколько вы делаете коррекцию? Я не знаю, за сколько, девочки, я делаю сейчас коррекцию, потому что я все время снимаю что-то на штатив, и все равно получается долго, и меня все дергают, поэтому я сейчас вам в этом деле не советчик. Эфир сохраню, точно. Ну все, нам, наверное, пора выходить, ребят, сейчас я посмотрю, сколько время. У нас осталось 2 минуты. Все, сейчас можно сбегать до туалета, кому нужно, и бегом смотреть мое новое видео. Все, мы выходим. А как выходить? Как выходить-то? Сейчас я просто не доучилась в школе. Крестик, ага, нажимай.